Всем привет! Планируя выходные, я однажды задумалась, а почему бы нам не отправиться в поход? На Олимпус подниматься в марте еще рановато. В некоторых местах на горных склонах все еще лежит снег, а вот подняться к водопадам вполне возможно. Приехали мы на парковку недалеко от деревушки Платрас и решили ознакомиться по карте с продолжительностью маршрута и посмотреть, как высоко придется нам сегодня забираться. Тропа начинается от парковки и проходит по красивому горному лесу. Путь проходит вдоль массивных древних камней около небольшой речки. Периодически по дороге к водопаду нужно будет менять берег, потому что тропа часто виляет с одной стороны на другую. Но несмотря на это, дорога здесь очень комфортная и красивая. На некоторых отрезках есть даже мостики для удобного перехода. Маршрут несложный, около 3 километров. Занял он у нас примерно 1,5 часа в обе стороны. Конечно же, с учетом того, что я часто останавливаюсь, чтобы поснимать. Читала я про 2 варианта названия этого водопада. Говорят, что в 1878 году это место посетили шотландцы, и водопаду, который напомнил им их родину, прижилось название по старому наименованию Шотландии – Каледония. Вторым вариантом названия происхождение имени Каледония связывают с ласточками, которые обитают в кронах деревьев. Предлагаю вам самим выбрать тот вариант, который вам больше всего нравится. Водопад Каледония хоть и не очень большой, высота падения воды всего 13 метров, но показался мне довольно красивым. Ну и, конечно, круто было находиться наедине с природой, совершенно одни, так как хоть и выходной день, но мы постарались приехать сюда пораньше до основного потока людей. Вернувшись к стоянке, мы решили отправиться по второму маршруту. Но сразу скажу, что если вы обычный турист, который не хочет проходить очень длинный и довольно сложный маршрут, то вам лучше ограничиться восхождением до смотровых площадок, которые изображены на карте. Потому что прохождение полного маршрута, как мне показалось, обязательно требует трекинговую обувь и хотя бы малейшую подготовку,
И в идеале, конечно же, треккинговые палки. Треккинговых палок у нас, правда, с собой не было, но на дороге валялась обычная палка, которую мы решили взять с собой и ни разу потом об этом не пожалели. На обзорной площадке открывался очень красивый вид на горный массив, деревушку с красными крышами, но постепенно все начинало затягивать туманом. В этот момент нам бы можно было насторожиться и не проходить весь маршрут, но мы решили все-таки пройти все 9 километров, несмотря на то, что ждет нас наверху. Дорога начинает с смотровой площадки довольно комфортная, но потом начинаются подъемы и спуски, и так несколько раз. Некоторые участки довольно сложные и каменистые, и здесь однозначно не обойтись без треккинговой обуви. И вот спустя 2,5 или даже 3 часа пути, когда мы поднялись на вторую обзорную площадку в надежде увидеть красивый вид, мы встретились с туманом. Поначалу немного расстроилась, ведь мы так долго сюда забирались, и еще по дороге нам встретилась огромная стая собак. Но правда она была с хозяином, и мы остались целы и невредимы, но испытали большой стресс. Была надежда, что это оправдается видом, но вид застать в этот раз нам не удалось. Поэтому обязательно вернемся сюда еще раз, но уже не будем проходить этот большой путь, а зайдем с другой стороны маршрута только на обзорную площадку. Но знаете, в тумане тоже был свой шарм. Облака буквально летели на нас, и в какой-то момент даже не видно было дороги, поэтому нам пришлось сделать небольшой привал. Спустившись в деревню Платрос и пообедав, мы узнали, что здесь поблизости есть еще один водопад – Миломерес. И если честно, уже почти из последних сил мы решили прогуляться и до него, потому что у нас еще было немного времени до наступления темноты. Спуститься к водопаду можно двумя способами. Часть дороги можно пройти, как это сделали мы, либо проехать на машине. К водопаду ведет дорога, правда не совсем понятно какого качества, поэтому мы не решили спускаться туда на нашей старенькой машине, но зато там есть довольно просторная площадка, на которой можно спокойно оставить свой автомобиль. Прогулка до водопада очень приятная. Сначала перед нами открылись красивые виды, потом какое-то время дорога шла около речки. На протяжении всей тропы встречаются лавочки, которые очень помогли мне, когда мы поднимались обратно от водопада. Водопад Миломерес уже немного больше водопада Каледония. Его высота составляет 15 метров. Я читала, что название водопада переводится как «сырое место». По другой версии, водопад получил название в честь мельницы,
некогда стоявшие у его подножья. На этом очень уставшие, но счастливые мы закончили этот поход.